Сегодня мы приготовим простой, но вкуснейший немецкий суп. 180 граммов муки просею в миску. Половину небольшого пучка укропа нарежем мелко. Ароматный укроп идет к муке. И также сюда идет щепотка соли. Сразу перемешаю. И налью 100 мл воды. Из этих ингредиентов замесим быстрое плотное тесто. Смотрите, в итоге должен получиться такой плотный комочек. Этот колобок я оберну пищевой пленкой и положу на 20 минут в холодильник, чтобы в нем начала работать клейковина. Пока тесто отдыхает, я беру одну довольно крупную морковь, разрезаю пополам, только одну половину натру на мелкой терке. Вторая половина морковки нам понадобится чуть позже. Одну луковицу я нарежу мелко. В загретую сковороду наливаю немного растительного масла для жарки. И кладу небольшой кусочек сливочного масла. И высыпаю сюда овощи. Лук и морковку. Овощи пассерую, помешивая. Я специально добавила в сковороду немного сливочного масла, чтобы суп в дальнейшем имел очень приятный сливочный вкус и аромат. Овощи не нужно зажаривать до золотистого, тем более до коричневого цвета. Только нежная, легкая пассеровка. Когда овощи обмякли и появился характерный, очень приятный аромат, снимаем сковороду с огня. Теперь берем тесто, оно постояло в холодильнике и стало эластичным. В нем заработала клейковина. Мы его просто раскатаем. Плотное тесто я раскатала довольно тонко, примерно 2-3 мм шириной. Затем я беру фарш. Здесь почти 300 граммов. В оригинале используется свиной, но можно брать другой по вашему вкусу. Фарш посолим по вкусу. Я кладу 3 чайные ложки соли. И также хорошая щепотка черного перца. Фарш перемешаем. Выложим на тесто. Руками или лопаткой, как вам будет удобнее. Вот так, равномерно. Теперь это тесто разрежем вдоль пополам. Дальше каждую половинку свернем в трубочку. Вот так. Трубочки я сворачиваю от центра к свободному краю, к вот этому, чтобы потом можно было трубочку немножко залепить. Дальше эти колбаски будем нарезать на кусочки, каждый примерно 2 сантиметра шириной. Такие, можно сказать, укропные пельмени в немецком языке называются штрули. Эти штрули получаются вот такими. В 3-литровой кастрюле ставлю закипать воду на суп. Пока вода закипает, я беру оставшуюся половинку моркови и нарезаю ее мелкими кубиками. Также кубиками нарежу картофель. Только кубики будут покрупнее. Картошка у меня тоже довольно крупная. Немцы вообще любят картошку и щедро добавляют ее в суп. Овощи опускаю в кипящую воду.
Вместе с ними я закладываю один небольшой лавровый лист. Ну вот, овощи покипели 5 минут, и я посолю суп по вкусу. Штрули аккуратно закладываем в кастрюлю. После закипания супа пассеровку, которую мы сделали заранее, выкладываем в суп. Дадим ему покипеть на небольшом огне еще 7 минут. Я не знаю, как это выглядит в видео, но в жизни все происходит очень быстро. Этот суп получился очень-очень вкусным. Все-таки немцы знают толк в еде. Перед тем, как выключить огонь на плите, я еще добавлю сюда немножко мелко порубленной зелени, петрушки и укропа. Готовьте с удовольствием эту вкуснятину. Я просто уверена, что такой суп вам понравится и порадует вас и ваших близких. А также не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик под видео, чтобы видеть и другие интересные рецепты. Я благодарю вас за ваш лайк под видео и за ваше доброжелательное мнение в комментариях. И, как всегда, желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и, конечно, мирного неба над головой. И, как всегда, до встречи в следующем вкусном видео. Для вкуснейшего болгарского супчика я беру полкилограмма куриного мяса, одну куриную голень и 2 бедра закладываю в 3-литровую кастрюлю. Заливаю холодной водой и ставлю закипать. Когда бульон закипает, то, конечно, образуется пена. Эту пену тщательно удаляем. Будущий суп я посолю сразу, так бульон будет вкуснее. Затем суп продолжаем варить под крышкой на небольшом огне, пока мясо не сварится и не начнет отходить легко от костей. Мясо сварилось, стало нежным, и я вынимаю его из кастрюли. Затем беру 2 довольно крупных картофелины. Картошку нарезаю кубиками. И бросаю в суп. Пускай варится на небольшом огне. Дальше возьмем одну луковицу. Лук я нарезаю мелко. Дальше я разогреваю сковороду. Наливаю пару столовых ложек растительного масла и высыпаю сюда лук. Лук пассерую, помешивая какую-то 1 минуту. Одну морковь я натираю на такой некрупной терке. Измельченная морковь идет на сковороду. Теперь пассируем овощи, помешивая уже вместе. Опять-таки недолго, чтобы овощи обмякли и появился замечательный, очень аппетитный аромат. В аппетитный болгарский суп добавим 1 ароматный сладкий болгарский перец, душистый перец. Как и другие овощи для этого супа, нарезаем мелко. Этот суп будет очень вкусным и очень полезным. Сочный перец отправляется в овощную компанию. Вместе со сладким перцем я добавляю на сковороду щепотку черного молотого перца, чтобы он раскрыл здесь свой аромат на горячей сковородке. Опять перемешиваем. Пассерую все вместе пару минут. И высыпаю овощи в кипящий суп. Также на этом этапе я добавлю в суп пару горошин душистого перца. И пусть он продолжает вариться на небольшом огне. А я тем временем разберу уже готовое мясо. Удалю шкурки. И легко разделю на волокна при помощи 2 вилок.
Разделанное мясо отправляю в кастрюлю. На этом этапе я попробую суп. И если нужно, то досолю его. Пока суп доходит до готовности, приготовим к нему обязательную заправку. Для заправки я беру одно яйцо. Дальше к яйцу добавим 100 мл йогурта, кефира или сметаны. В оригинальном рецепте в Болгарии добавляют кисела мляка. Кто знает болгарский язык, если я произношу ударение неправильно, поправьте меня в комментариях. После того, как перемешали эти два ингредиента, добавим 1 чайную ложку натурального яблочного уксуса или лимонного сока, а также 1 полную столовую ложку муки. И снова перемешаем до однородности. Такая вот интересная, оригинальная болгарская заправка к супу. Ну и, конечно, в конце приготовления добавим зелень. Я использую петрушку, но это может быть и укроп, или оба вида зелени одновременно. Заправка добавляется в суп в последнюю очередь. До этого нужно добавить 50 граммов макарон, лапши или вермишели. Также добавим в суп, пропуская через пресс, 2 зубчика чеснока. Чеснок очень хорошо играет в этом супе. Высыпаем нарезанную петрушку. Супчик пахнет очень аппетитно. И теперь пришла очередь заправки. Добавлять мы будем таким образом. Я набираю пол черпачка бульона и отправляю в заправку. Теперь очень быстро перемешиваю. Затем опять повторяю то же действие. Добавляю бульон и перемешиваю. Заправка должна стать теплой. И вот теперь вливаем ее струйкой в суп, помешивая этот суп. Посмотрите, какой красавец у нас получается. Суп доводим до кипения, выключаем огонь и даем ему настояться 5 минут. Я надеюсь, что этот суп вас порадует и, возможно, даже станет вашим любимчиком. Готовьте на здоровье и не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео, если рецепт вам понравился. И пишите ваше мнение в комментариях. Я желаю вам приятного аппетита, крепкого здоровья и мирного неба над головой. Как всегда, я жду с вами встречи в следующем вкусном видео. Тыкву очищаю от семян и от кожицы. 400 граммов тыквы нарезаю кубиками. Одну крупную морковь натираю на крупной терке. Одну крупную луковицу также нарезаю кубиком. И также я потру на терке один небольшой корень петрушки. Вместо корня петрушки можно взять небольшой корень сельдерея. Кастрюлю, в которой буду варить суп, хорошо разогреваю. Добавляю пару ложек растительного масла. Высыпаю в кастрюлю морковь и лук. И лишь слегка пару минут пассерую эти овощи до состояния, когда они немножко обмякнут, и до появления характерного, приятного, аппетитного аромата. Затем я высыпаю в кастрюлю измельченный корень петрушки. Измельченную тыкву также закладываю в кастрюлю. И заливаю горячей водой так, чтобы она только покрыла овощи. И оставляю суп закипать. Тем временем я порежу
1 картофелину. Закипевший суп посолим по вкусу. Добавим картофель и оставим вариться до готовности тыквы и картофеля на небольшом огне. Пока суп сам себе варится, приготовим быстрые и вкусные сухарики к нему. Я беру 5 кусочков хлеба, это 200 граммов, и нарезаю кубиками. Корочки с хлеба я не удаляю, мне нравится так больше. По желанию их можно срезать. Хлеб нарезаю кубиками со стороной примерно 1 сантиметр. Затем хлеб поместим в пакет или в судочек, контейнер для продуктов, как вам будет удобнее. К нарезанному хлебу я добавляю 2 чайных ложки сухого молотого чеснока и 1 чайную ложку сухих прованских трав. Затем этот пакет вот так немножко надуваю и хорошенько встряхиваю, чтобы приправы распределились равномерно. Хлеб получается очень ароматным. Но это еще не все. Я добавляю сюда 1-2 столовых ложки растительного масла. И опять делаю такой немного надутый пакет и хорошенько встряхиваю. Ароматный хлебушек высыпаю на противень с бумагой для выпечки. Распределяю хлебушек так, чтобы он лежал в один слой. Кстати, по желанию вы можете готовить сухарики не в духовке, а на сковороде. А я ставлю противень в разогретую духовку до 190 градусов Цельсия или 374 градусов Фаренгейта. Подавать суп я буду с измельченной петрушкой, поэтому сразу ее и порежу. За 15 минут овощи в кастрюле стали мягкими. Правда, время приготовления тыквы может отличаться в зависимости от сорта тыквы. В кастрюлю заливаю 200 мл сливок. Жирность сливок у меня невысокая. Для особенного вкуса и аромата добавлю совсем небольшой кусочек сливочного масла. 5 граммов будет достаточно. Попробуем, достаточно ли здесь соли. Я немножко досолю суп. И также добавлю щепотку черного молотого перца. И просто перебью все ингредиенты блендером до состояния пюре. Все продукты измельчены и прогреты вместе. Огонь на плите выключаем. К этому моменту наши идеальные сухарики готовы. Очень ароматные, хрустящие, вкусные. Они подойдут не только к этому супу, но и к другим супам и просто как перекус. И суп тоже получается не только красивым, но просто фантастически вкусным. Я так рада, что делюсь с вами этим рецептом, потому что даже те, кто не любили тыкву, теперь ее точно полюбят. Такой суп стоит обязательно приготовить. А также стоит подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам радости, мира и крепкого здоровья. И, конечно, до встречи, как обычно, в следующем вкусном видео.